Всем привет! Казахстанский певец Димаш Кудайберген продолжает радовать поклонниц его творчества новыми фото из США. Около 11 ночи по местному времени первая ракетка мира рассказала на своей странице в социальной сети. Вышел поиграть в теннис перед сном, чтобы лучше спать. И далее передал очередной good night. Друзья, давайте и мы пожелаем артисту хорошего сна. Сейчас ему так нужен отдых после возможной работы в студии над новыми произведениями. Сами понимаете, творческая работа всегда требует больших усилий, даже для такого музыкального гения, как Димаш. Плюс сейчас проходит акклиматизация организма после авиаперелета, привыкание к новому часовому поясу. К тому же по ночам сон могут прерывать чувство тоски по родине и мысли об умершем дедушке. Думаю, с такой ситуацией знакомы все, кто живет на чужбине. Посмотрите, как украшена комната Димаша флагом Казахстана. Но тем не менее на фото Димаш улыбается. Обычно после тренировок теннисисты все мокрые, уставшие, в поту, но счастливые от побед и нагрузок. Димаш на фотографии свежий бодр. Таким образом, артист с уважением относится к той части своих поклонниц, которые испытывают к нему материнские чувства заботы. И мы рады видеть своего кумира наглаженным, бодреньким спортсменом. Возможно, певец проводит фотосессию и готовится стать амбассадором какого-нибудь известного бренда. Во всяком случае, он уже давно амбассадор своих дорогих. Опытные зрители нашего канала разглядели на фото знакомую футболку и бейсболку. Красивая бейсболка с надписью на английском языке «Лос-Анджелес» подарена дорогой с ником Диа Линвен из США. Белую майку с интересным рисунком мы уже видели на праздничном концерте, посвященном государственному празднику в Астане. Как вы обратили внимание, Димаш аккуратен и демократичен. Может в футболке с одним и тем же рисунком выступить на концерте и сходить на теннисный корт в американском штате Калифорния. Отдельное спасибо фотографу за замечательные снимки. Их автор или партнер по игре, или сам Димаш снял на автоматическом режиме, или автор снимков его давний и сопровождающий везде друг Тауикел. Друзья, кроме занятия спортом, хотелось бы дождаться от Димаша и окончания работы над песней «Любовь еще не прошла», созданной с участием Уолтера Афанасьева. Ведь музыка уже давно записана с оркестром в Париже. Осталось только записать вокал певца. И все, хит готов. Но, судя по отсутствию новых фото и видео работы Димаша в студии, встреч с музыкантами и продюсерами, можно сделать простой вывод, что артист просто отдыхает в Лос-Анджелесе, что не может не радовать. Димаш показывал, как путешествует с друзьями по местным достопримечательностям. Они посетили ипподром, иногда артист поет по ночам колыбельную Брамса. Вы помните, как это было прекрасно?
senza ignorare ti ridasti mio bene nella gloria del sol. Good night. Тренирует теннисные навыки с друзьями на корте вечером, когда село солнце. That man today make me loser. I'm just lucky. Oh, be better than me. No. We enjoyed. Yeah. That was super fun. He was winning 3-0. And then I came back up. That's a miracle. Because I'm younger, he older. So. Yeah, respect. Thank you. Of course. We need to respect age. I'm joking. That was fun. Yeah. We enjoy it. Yes, absolutely. Super nice day too. Yeah. Now a super nice evening, but yeah, it's beautiful. Now we're walking Yep. to my house. Have a good evening Yes. or day. Or In Kazakhstan. No, in Kazakhstan morning. Ah, okay, Yeah. yes. И, конечно, совершенствует английский. Assalamu alaikum, Yes. Yeah, we love you. Ведь нужно оттачивать произношение, как не раз отмечали его дорогие из США. Чтобы петь без акцента не только в Казахстане, Армении, Турции, Малайзии, но и в США для носителей английского языка. Напомню, что в списке городов будущих концертов из промо-ролика Димаша продемонстрировались названия только городов Европы и ни одного города из американского континента. Так что пока можно готовиться увидеть очередное шоу мирового тура Stranger в одном из городов в Европе. Очень жаль, конечно, что Димаш за все время пребывания на американском континенте ни разу не провел встречу с дорогими поклонницами. А ведь представители его фан-клубов из многих стран регулярно собираются на встречи, посвященные его творчеству. Поют песни, фотографируются с его ростовой фотофигурой. Думаю, многим бы хотелось увидеться с Димашем на таких встречах. Друзья, давайте пожелаем всем нам скорее увидеться с Димашем, дождаться новых встреч с любимым певцом на концерте и объявление всех новых дат и мест проведения шоу. А артисту пожелаем полноценного отдыха в Лос-Анджелесе, крепкого сна. Друзья, спасибо за ваши добрые комментарии. С вами был автор канала Петр Грик. Всем счастья и здоровья!